Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия, и это видео вторая часть по вязанию куколки Карамельки. Вот так выглядит куколка. В первой части мы уже с вами связали ручки, ножки и туловище. Сейчас же приступим к вязанию головы, оформлению личика и вывязыванию первого варианта волос. Так, для вязания головы нам потребуется пряжа телесного цвета. Глазки я использую 10 мм. Черная нить для вышивания бровок, ресничек и улыбочки. И, собственно, пряжа для волос у меня это Alize Softy. Вязание головы у нас идет сверху вниз. Начинаем с кольца амигуруми. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее кольцо затягиваем и ставим маркер. Далее вяжем второй ряд. Нам нужно провязать 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика без накида. Вяжем первый столбик, в эту же петлю вяжем второй. Далее первый столбик и в эту же петлю второй. Так повторяем 6 раз. В итоге у нас должно получиться 12 столбиков. Провязали. Далее вяжем следующий ряд, это у нас идет третий. Мы провязываем 1 столбик без накида, прибавка, и так повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, прибавка, снова первый столбик, прибавка. Провязали мы 2 раза, еще точно так же 4 раза провяжите до конца ряда. Довязали, получилось у нас 18 столбиков. Вяжем следующий 4 ряд, 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем так до конца ряда. Вяжем первый столбик, второй, прибавка. Первый столбик, второй, прибавка. И так продолжаем вязать дальше. Довязали, получилось 24 столбика. Вяжем 5 ряд, 3 столбика без накида, прибавка, и также 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, провязываем прибавку. Первый, второй, третий, прибавка. Провязали, получилось 30 столбиков в ряду. Дальше вяжем следующий ряд, 6, провязываем 4 столбика, прибавка. Также повторяем до конца ряда. Первый столбик, второй, третий, четвертый, провязываем прибавку. Первый, второй, третий, четвертый, прибавка. Довязали ряд, у нас получилось 36 столбиков. Вяжем 7 ряд, провязываем 5 столбиков без накида, прибавка, также повторяем 6 раз. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый,
и вяжем прибавку. Второй раз провязываем первый, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем прибавку. Довязываем также до конца ряда. Провязали, у нас получилось 42 столбика. Далее вяжем 8 ряд, провязываем 6 столбиков без накида и прибавка. Также вяжем 6 раз. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Провязали, получилось у нас 48 столбиков в ряду. Следующий ряд 9, мы провязываем 7 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, прибавка. Мы так провязали 1 раз, еще 5 раз вяжем самостоятельно. Довязали, получилось у нас 54 столбика. Дальше вяжем 10 ряд, 8 столбиков без накида, прибавка, также 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и прибавка. Вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда. Далее с 11 по 16 ряд, это получается всего у нас 6 рядов, нам нужно провязать по 60 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали 6 рядов. Дальше мы вяжем 17 ряд, провязываем 5 столбиков без накида, убавка, и так повторяем 3 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, провязываем убавку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, провязываем убавку. Третий раз вяжем, четвертый, пятый, вяжем убавку. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка, и так повторяем 2 раза. Первый столбик, второй, прибавка. Первый столбик, второй, прибавка. Далее провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вяжем далее прибавка, 2 столбика без накида, и так повторяем 2 раза. Прибавка, первый столбик, второй, прибавка, первый, второй столбик. Далее вяжем убавка, 5 столбиков без накида, 3 раза. Убавка, первый, второй,
3, 4, 5. Провязываем убавка. 1, 2, 3, 4, 5. И третий раз вяжем. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Следующий ряд 18 провяжите 58 столбиков без накида. Провязали. Вяжем следующий 19 ряд. Провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее нужно провязать прибавка 3 столбика без накида 3 раза. Вяжем первый раз. Прибавка. 1, 2, 3 столбик. Второй раз вяжем. Прибавка. 1, 2, 3 столбик. И третий раз вяжем прибавку. 1, 2, 3 столбик. Далее провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь снова вяжем 3 столбика без накида прибавка. Так повторяем 3 раза. Провязываем первый столбик, 2, 3, вяжем прибавку. Второй раз вяжем первый столбик, 2, 3 и прибавка. Третий раз провязываем первый столбик, 2, 3, прибавка. Далее провяжите 14 столбиков без накида до конца ряда. Далее 20, 21 и 22 ряд, всего получается 3. Нам нужно провязать по 64 столбика в каждом ряду. Провязали 3 ряда. Дальше нам нужно с вами провязать 23 ряд, 14 столбиков без накида, убавка, и так повторить 4 раза. Вяжем первый столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 столбик. Далее вяжем убавку. Так мы с вами провязали 1 раз, еще 3 раза провязываем точно так же. Довязали этот ряд и теперь вставляем безопасные глазки. Отсчитываем сверху 17 рядов. Между 17 и 18 мы будем устанавливать глазки. Находим место, где у нас в 17 ряду было 6 столбиков без накида между прибавками. Нам нужно с вами расположить
глаза так, чтобы между ними оказалось 8 столбиков. Получается, как раз в центр прибавки у нас устанавливается первый глаз между 17 и 18 рядом. Первый, теперь отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и попадаем в середину как раз прибавки. С другой стороны, в этих местах устанавливаем глазки. Глазки 10 миллиметров. И защелкиваем их. Голова еще немножко набьется и немного увеличится расстояние между глазами. Ну так одинаково. Все, закрепляем глазки и продолжаем вязание. Наполнитель я добавляю уже в конце, когда остается совсем небольшое отверстие. Вы уже, если хотите, можете добавлять понемногу, потому что сейчас у нас пойдут ряды уже на закрытие петель. Вяжем 24 ряд, провязываем 8 столбиков без накида, убавка, и так повторяем 6 раз. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и провязываем убавку. Точно так же вяжем оставшиеся 5 раз. Довязали, у нас получилось 54 столбика, и следующий ряд мы вяжем 25, 7 столбиков без накида, убавка, также повторяем 6 раз. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Убавку. Еще 5 раз вяжем точно так же. Провязали, получилось 48 столбиков. Далее вяжем 26 ряд, 6 столбиков без накида, убавка, и также 6 раз. Провязываем первый раз вместе. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вяжем убавку. Точно так же вяжем до конца ряда. Довязали, и давайте я сейчас расскажу вам про то, как правильно набить эту голову, чтобы она осталась прежней формы. Смотрите, мы добавляем наполнитель в верхнюю часть головы, где у нас лоб. Здесь мы придерживаем руками вот эти височные части, чтобы голова не превратилась в круг. Она должна быть немножко вытянутой. Вот в этих частях мы придерживаем руками, одной рукой или вот так двумя можно придерживать, и добавляйте снизу наполнитель. Обязательно не добавляйте вот сюда наполнитель, чтобы не расширилось. И также, когда держите здесь, можете уже добавлять наполнитель в щечки, но вот эти места обязательно придерживайте. В щечки добавляем также. И тогда форма останется вот такой немножко вытянутой. Не кругленькой. Конечно, если вы хотите такую форму, если хотите, чтобы она была поуже, но зато покруглее, то наполняйте уже полностью во все места одинаково. Так, закончили мы вязать 26 ряд. Теперь вяжем 27, 5 столбиков без накида, убавка, и так повторяем 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем убавку. Повторяем точно так же еще 5 раз.
Провязали. Следующий ряд мы провязываем 28, вяжем 4 столбика без накида, убавка. Вяжем первый, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Вяжем точно так же еще 5 раз. Довязали, и дальше нам осталось с вами провязать 29 ряд, 3 столбика без накида, убавка 6 раз. И 30 ряд мы провязываем 2 столбика без накида, убавка также 6 раз. После того, как провяжем эти 2 ряда, делаем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем. Голову довязали, набили. Вот такая у меня получилась деталь. Здесь идет как такой сгиб внизу, сзади головы. Так, здесь немножко в полой части, щечки чуть выпуклые. Так, голова готова. Теперь мы давайте свяжем с вами ушки. Вот так смотрятся они. Да, я уже связала первое, а сейчас второе свяжем вместе с вами. Делаем кольцо амигуруми. Хвостик в начале оставьте подлиннее, он нам потом пригодится для того, чтобы его аккуратно спрятать. Делаем кольцо, и в кольцо мы набираем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик. Колечко затягиваем, воздушная петля и ниточку обрезаем. Так, вытягиваем ее. Все, ушки готовы. Давайте мы их сразу пришьем к голове. Берем голову, отсчитываем, получается, вот этот ряд, там, где у нас располагались глазки. Это получается 17 и 18. Начинаем пришивать ушко между 16 и 17 рядом. От глаза мы отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, давайте 7. 7 столбиков. Получается в 18 ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И начинаем пришивать ушко. Смотрите, чтобы оно у нас было лицевой стороной. Так, прошили. Дальше вводим иголочку в серединку, там, где у нас было само кольцо. Захватываем следующий столбик на голове. Теперь эту ниточку оставляем за ушком. Ввожу иголочку в последний, ну или самый первый столбик, который у нас начинался. И еще один столбик захватываю на голове. Получается, всего я делаю 3 стежка. Вот так у нас получилось ушко. Теперь еще раз захватываю последнюю петельку. Ввожу иголочку туда же, откуда вывела ее только что. И теперь вывожу иглу где-нибудь на задней части головы. Дальше делаем то же самое с оставленной ниточкой. Мы ее точно так же выводим в это же место. Так, вот так смотрится ушко. Теперь эти 2 ниточки мы вывели в одно и то же отверстие, не задевая никакие соседние столбики. Завязываем 1-2 узелка, как вам больше нравится. Я сделаю 2. Ниточку обрезаем после того, как сделали узелочки.
И теперь с помощью иголочки мы этот узелочек прячем внутри головы. Все, никаких следов не осталось. Ушко пришито. Точно так же с этой стороны, между 17 и 18 рядом, начинаем пришивать ушко. Так это будет выглядеть. Но только учтите, что с этой стороны вам нужно будет начать вот отсюда, где мы оставляли ниточку. То есть вы будете идти уже снизу вверх. 3 ряда я захватываю на ушко. Первый стежочек, второй и третий. Также отсчитайте 7 столбиков в сторону. Ушки пришили. Теперь берем ниточку цвета телесного, которым вы вязали голову. Ту же самую нить. Вводите иглу сзади головы. Выводим ее. Отсчитываем от глаз вниз 2 ряда. И теперь здесь нужно найти нам серединку 3 столбика. Так. Выводим. Здесь оставляем ниточку, чтобы потом ее также завязать на узелочек и спрятать. Я думаю, я сейчас буду вам просто показывать. 2 раза я вот так прошиваю. Обхватываю ниточкой 3 столбика. Так, и теперь мы будем их ниточкой оборачивать. И так от одного края доходим к другому. Когда носик готов, вводим иголочку вовнутрь, вводим там же, где мы оставляли первоначальный хвостик. Здесь точно так же делаем. Завязываем на узелочек и этот узелочек прячем в голове. Далее берем ниточку черного цвета. У меня это Vita Coco, Vita Pelican. Я уже точно не помню, какая это именно ниточка. Но это 100% тонкий мерсеризованный хлопок. Я всегда для вышивания использую именно его. Так, берем эту ниточку и начинаем оформлять личико. Давайте посмотрим для начала, где у нас располагаются бровки. От глаза мы отсчитываем 1 неполный, 1, 2, 3, 4. Этот один у нас неполный. 1, 2, 3, 4. В этом ряду будут располагаться бровки. 1, 2, 3, 4, 5. На расстоянии 5 столбиков. Это начало. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Вводим иголочку сзади головы. Так, ну все. Получается у нас 2 ряда. Бровь у нас занимает начало в этой точке, а конец ее выше на 2 ряда. Посередине глаза. Между, так, бровь занимает 1, 2, 3, 4 столбика.
С этой стороны мы делаем то же самое. Отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и на 2 вниз. Сделали бровки. Теперь будем делать реснички. Я сейчас покажу вам, как они смотрятся. Попытаюсь сделать то же самое, но не обещаю, потому что может не получиться. Так, вывела иголочку я 2,5 столбика от глаза. Я думаю, я вам буду показывать, а вы будете смотреть и пробовать сделать точно так же. Вот так получились реснички. Делаем то же самое со второй стороны. Ниточку потом мы не обрываем, а выводим на улыбочку. Я вывела ниточку вниз от носика, отсчитала вниз 3 ряда, и улыбочка занимает всего у меня 5 столбиков. Получается, носик был 3, сюда добавляю 1 столбик и в эту сторону добавляю 1 столбик. Так, и вниз всего на 1. Здесь я беру, сейчас захвачу маленькую такую, еле видимую ниточку, выведу, вот вся улыбочка. Получается, я просто взяла маленькую тоненькую ниточку и зацепила ей улыбочку. Ее особо не видно. Все. Теперь возвращаем черную ниточку туда, где мы первоначально оставляли хвостик. И точно так же прячем, как и все, что были до этого. Завязываем на узелочек. Все, оформление мордочки готово. Если вы хотите, можете по желанию сделать утяжечку. Я на этой кукле, кажется, делала совсем немножко. Ну, утяжка делается просто. Но я не буду ее делать, мне кажется, оно и так все отлично смотрится. Если вы хотите, можете взять такую же нить, ввести ее сначала снизу, потом вывести с одной стороны глаза, ввести с другой и обратно. То же самое сделать со вторым, в итоге все затянуть вместе. Так, все, голова готова, мы ее оформили. Теперь приступим к оформлению волос. Я сейчас намечу точки, где располагается у меня самый первый ряд, который обрамляет полностью личико, и поделюсь с вами их расположением. Я наметила места, где будет самый первый ряд волос. Волосы вязать я не буду вместе с вами, потому что у меня будет второй вариант прически. Но я сейчас вам все подробно расскажу, как и что делать. Получается, для начала отмечаем контуры, где будет проходить первый ряд. Отсчитываем от брови вверх 4 ряда. Здесь у нас будет, ну и ставим булавочки. Дальше от края брови я отсчитываю 3 столбика. Здесь от ушка с этой стороны 1 столбик, дальше полукруга идет вниз. Здесь как хотите, можете начать вообще вот сюда последний столбик, его не будет сильно. Последний ряд, его не будет сильно заметно, поэтому хотите, можете сделать его чуть повыше, чтобы ушло меньше пряжи и голова не была такая тяжелая. Так, с этой стороны я отступила
Также один ряд от ушка. И также полукругом оно идет вниз. Показываю на этой голове. Получается, как у нас идет вязание. Для начала мы присоединяемся. Давайте я начну вместе с вами, немножечко провяжу. Берем крючок. Я беру того же размера, что и вязала всю куклу, потому что больше мне удобно будет, так как петелечки у нас маленькие. Вводим крючок под первую петельку, захватываем ниточку, оставьте кончик чуть подлиннее, чтобы было удобнее прятать. Так. Вытянули петельку, и дальше мы провязываем 40 воздушных петель. Это если вы хотите вот такую длину волос, как у моей куколки. Я набирала 40. Я набрала для примера сейчас 22 петли. Набрали. Дальше во вторую начинаем вязать со второй петли от крючка. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика. То есть по всей этой цепочке с воздушных петель мы вяжем прибавки. Занятие это долгое. Сейчас покажу вам принцип, потом можно включить какой-нибудь фильм и вязать эту прическу. Вяжем прибавки. Довязали. Так, теперь дальше следующий я ввожу крючок под следующую петельку, направляюсь, ориентир у меня булавочки. Так, следующую петельку и провязываю столбик без накида. В этом первом ряду я делаю прядки часто. Дальше ввожу крючок под следующую петельку, провязываю столбик без накида и от него снова набираю 40 воздушных петель. Это вот случай с вот такой длиной. И так я делаю по кругу весь ряд. Вот здесь у меня начало, по кругу прохожу, и вот здесь конец. Это будет первый ряд. Далее следующие ряды я уже вязала, начиная от первого самого и по вдоль головы. Это был самый первый ряд, видите, он у меня в самом низу, можно было бы его сделать даже немножко повыше. Дальше следующий ряд, здесь тоже смотрите на свое усмотрение. Хотите, оставляйте 4 столбика между этими прядками, можете оставлять 2, или чтобы не было такого сильного просвета, можно один ряд между этими двумя пройти просто столбиками без накида, тогда уже они так не будут сильно выделяться. Так, здесь я уже отступила 2 ряда всего. Кстати, первые ряды я вязала один столбик без накида между прядкой. Здесь же на голове я уже вязала 2-3 столбика, пропускала между прядками, чтобы они уже не были так слишком часто. Таким образом я вывязывала всю голову, а потом верхние части я просто собрала на резиночку. Сложного ничего нет. Единственное то, что это время затратно. Такая получается прическа у куколки. Второй вариант будет намного проще. Я сейчас сниму отдельным видео второй вариант прически. И когда оно будет готово, я оставлю здесь вам на экране сверху на него ссылочку. Все. А еще пока не забыла, на своей второй куколке я уже обвязала носочки и не сняла это на видео. Поэтому давайте расскажу вам на словах.
Мы оставляли здесь передние полупетельки белого цвета для того, чтобы сделать эту обвязку. Получается, присоединяем ниточку к первой полупетельке. Желательно делать это сзади. Это у нас перед туловища. Там, где был маркер, это задняя часть. Так, присоединяем ниточку и провязываем соединительный столбик, 3 воздушные петли. В следующую петлю ничего не пропускаем, в каждую петлю соединительный столбик, 3 воздушные, соединительный столбик, 3 воздушные петли. И так провязываем по кругу весь носочек. На этом все. Мы связали основную часть куколки. В следующей части мы с вами свяжем комбинезончик и после другое оформление волос, если это вам не подходит. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.